И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 11 марта, и мой второй материал посвящен сводке боевых действий, и сразу пошли по фронтам. Традиционно первое южное направление. Николаев находится в жесткой блокаде, население уже чувствует, начинает задавать вопросы руководству области и города, мол, ребята, а за что мы здесь терпим? Тем более, что местные жители начинают все более и более прозревать о том, что значительная часть ударов, которые получают они по жилым кварталам, они относятся не к российским войскам, а к так называемым оборонцам. Причем и первые, и другие, имеется в виду и власти, и население, прекрасно понимают, что уже очень скоро власть в городе сменится. Также прояснилась более-менее ситуация на Криворожском направлении. Спасибо моим уважаемым зрителям, которые в целом подтвердили догадки о том, что руководство Криворожского укрепленного района ВСУ, его передовые дозоры расположены по границам Днепропетровской области. То есть вся остальная Николаевская и Херсонская область на этом направлении полностью отдана под власть Российской Федерации, и ВСУ потеряли все возможности здесь что-либо предпринимать. Причем речь в данном случае, имеется в виду, граница идет не о каких-то ударных кулаках, это заслоны. Основной ударный кулак, маневровый кулак броневой ВСУ расположен в Кривом Рогу. То есть можно говорить о том, что в целом Кривой Рог переходит на осадное положение. В Мариуполе медленно, но уверенно идет зачистка, штурм города. Войска народной милиции ДНР постепенно приближаются к центру, но с учетом темпов еще не один день здесь будут идти бои. Да, возможно, уже через пару дней расколят эту группировку на несколько частей, но окончательная зачистка города займет, по моим оценкам, как минимум неделю. Потому что, например, на заводе Азовсталь азовцы с ВСУ очень серьезно укрепились, и сдаваться, уж как минимум, азовцы точно не будут. Итак, с этим направлением понятно. Но самые большие изменения происходят сейчас на линии Запорожье-Донецк. Сегодня пришло официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что Волноваха полностью под контролем войск ДНР. То есть те очаги сопротивления, которые оставались еще в этом городе, они были полностью подавлены. И это очень сильно меняет оперативную ситуацию в данном направлении. Дело в том, что вот эти остаточное сопротивление в Волновахе сковывало для войск ДНР и Российской Федерации пространство для маневра. Вооруженные силы Украины, с одной стороны, упираясь на укрепрайон Гуляйполе, с другой стороны, опираясь на укрепрайон в районе Донецка, и имея узел, пусть и остаточное, но сопротивление в Волновахе, не позволяли российской армии дальше быстро наступать. Но теперь Волноваха зачищена. А потому российские войска сразу получили возможность наступать. И они мгновенно начали наступательные действия в район Угледара. То есть в защитных рядах ВСУ образовалась такая пробоина размером 50-60 километров, в которую сразу хлынули российские войска. А еще надо понимать, что те войска, которые занимались штурмом и зачисткой Волновахи, они теперь освободились и тоже усиливают давление. И тоже вместе с российскими войсками наступают в этом направлении. И я сегодня уже к вечеру ожидаю сообщения о том, что в Угледаре начались бои. Либо в его окрестностях. Потому что российские войска вполне могут охватить этот район, пройдя западнее по направлению Крахова. Таким образом, заходя уже по сути в тыл тем бригадам, которые сегодня со стороны ВСУ пока еще осаждают Донецк. То есть здесь российские войска резко активизировались и пытаются свой тактический прорыв трансформировать в оперативно-тактический. Итак, пока по этому направлению все. В Северодонецк идут бои, очень серьезные артиллерийские обстрелы, но пока городских боев в этом районе нет. Также пока нет сообщений новых, по крайней мере мне не поступали с линии Чугуев-Изюм, жду их во второй половине дня. Очень интересные события происходят в районе Киева. Ежедневно западнее Киева российская группировка монотонно и артиллерийскими орудиями и авиацией пытается проломать, не идя при этом в атаку пехотными подразделениями, позиции украинских вооруженных сил, нанося артиллерийские авиационные удары по их укрепрайонам. И, как мне говорят жители, например, того же Фастова, постепенно канонада приближается. К сожалению, мои источники с Бышева ничего не могут сообщить. Предполагаю, что там оборвалась проводная связь и оборвалась мобильная связь. Поэтому под кем сегодня находится город Бышев, я сказать не могу. Постараюсь это прояснить в ближайшее время. И очень интересное событие также происходит восточнее Киева, где российская авиация начала наносить удары по Бзову и Барышеву. А это уже трасса Киев-Пирятин. И также приходит сообщение, что именно в этом направлении постепенно выдвигаются российские войска. То есть очень может быть, что сегодня днем придет официальное сообщение о том, что трасса Киев-Пирятин, имеется в виду Киев-Харьков, уже перерезана.
По крайней мере, активность на этом направлении на протяжении последних 3 дней очень и очень сильная. Вот это примерно то, что сейчас происходит на фронтах Украины. Ну и постараюсь вечером сделать уже итоговый выпуск, где я уже постараюсь подвести итоги дня. На этом пока все. До свидания. Подписывайтесь на канал. Кстати, сразу пользуясь случаем, хочу сказать, что альтернативные выпуски выходят на 2 моих новых ресурсах. Это телеграм-канал, где я выкладываю не ссылку, а именно отдельно эти видео, и на моей странице в ВК. Также рекомендую обращаться на сайт Насправді, который наконец-то переехал на российскую платформу. Он восстановил свою работу. Напоминаю, этот сайт входит в пул моих информационных ресурсов, и оттуда вы тоже можете черпать информацию. Ну вот теперь точно все. Все объявления, которые планировал, сделал. Теперь ждите следующей части. Я думаю, она появится где-то ближе к вечеру.